Привет! Вы на канале Pop Travel, и мы начинаем новый сезон 2020 наших занимательных приключений по интересным местам. Сегодня мы приехали в Сергиев Посад, а значит вас ждет очередная серия из рубрики «Золотое кольцо России». Знаете, так часто бывает, что грезишь далекими странами, всеми этими дальними поездками, куда нужно добираться на самолете, багаж, визы, сборы, и не замечаешь настоящей туристической жемчужины, которая находится у тебя под ногами. Сергиев Посад – это как раз та самая туристическая жемчужина, православный центр, единственный подмосковный город Золотого кольца. Сергиев Посад вырос более 700 лет назад вокруг Троицкого монастыря, основанного Сергием Радонежским, и долгое время играл важную роль в становлении России. В 15 веке монастырь был дотла сожжен татарами, после восстановлен и обстроен крепостными стенами с башнями. Подавляющее большинство путешественников едет сюда лишь ради того, чтобы попасть в Троице-Сергиеву лавру. Но мы не будем уподобляться паломникам и прогуляемся по кварталам старой застройки в центре города с надеждой развеять миф, что Сергиев Посад – это город одной единственной достопримечательности. Блинная гора – лучшее место в Сергиевом Посаде для того, чтобы насладиться головокружительным видом Троицы-Сергиевой лавры. Но интересна гора не только своим видом, но и историей. Раньше здесь можно было отведать известных на всю Россию троицких блинов. Сейчас же в округе мы не нашли ни одной блинной. Интересный факт. Монахам запрещалось посещать блинку, из чего можно сделать вывод, что паломникам, помимо блинов, также предлагали другие явства и увеселения, гораздо менее невинные. С революцией лавра пришла в упадок, а с ней и Блинная гора. Ее место заняла барахолка, просуществовавшая до 60-х годов. Сегодня гора превратилась в смотровую площадку, самое популярное место для фотосессий. У меня за спиной здание железнодорожного вокзала Сергиева Посада. Именно отсюда начинается приключение по городу у тех, кто выбрал вариант добраться сюда на электричке. Кстати, дорога от Москвы на электричке занимает примерно 1,5 часа. Столько же вам потребуется, чтобы добраться сюда на автобусе. К слову, они отходят от станции метро ВДНХ. Ну а на машине дорога займет всего лишь час по Ярославскому шоссе. Очень удобно. От здания ЖД вокзала начинается открытый в 2019 году пешеходный туристический маршрут «Дорога к храму», связывающий самые значимые места в историческом центре города – набережную, бульвары и кварталы со старинной застройкой, прилегающей к Троице-Сергиевой лавре. Один из самых интересных отрезков живописного маршрута «Дорога к храму» – это пешеходная зона, ведущая от улицы Красной Армии к церкви Петра и Павла. Зачем в Сергиевом Посаде дополнительные церкви, спросите вы? Ведь есть лавра, и будете правы. Однако, согласно данным с сайта Temples.ru, здесь насчитывается целых 75 действующих церквей. Представляете, впору запускать свой собственный туристический маршрут, который будет называться «75 свечек», и взять спонсоры нужно будет местную свечную фабрику. Одно из самых заметных нерелигиозных зданий в Сергиевом Посаде – это, конечно же, музей игрушки. Его основатель Николай Бартрам начал собирать свою коллекцию в 10-х годах прошлого века, ну а основан музей был в 1918 году. Изначально игрушечная экспозиция была открыта в Москве, где быстро стала одним из наиболее популярных и модных музейных центров, уступавшей по посещаемости лишь Третьяковской галерее. После смерти Бартрама в 1931 году вся ценная коллекция перемещается сначала в Загорск, ну а позже в старинный особняк бывшего коммерческого училища на берегу Киларского пруда, где вы можете ее найти и по сей день. В музее собрана уникальная коллекция игрушек со всего мира, которые были дороги детским сердцам многих поколений.
После революции новые названия пробовали давать не только улицам, но и водоемам. Так, Киларский пруд возле музея игрушки получил название «Первый общественный». Впрочем, новыми названиями редко пользовались даже представители власти, и немногие из них прижились. Самая короткая и при этом самая туристическая улица Сергиева Посада начинается буквально в 100 метрах от Лавры. Улица Карла Маркса до революции называлась Александровской, и за свою долгую и непростую историю она утратила ряд важных с точки зрения архитектуры зданий и особняков. Но самое главное, она умудрилась сохранить свой неповторимый колорит. Не один раз проезжал этой улицей царь Иван Грозный, ну а позднее тут был построен комплекс зданий Дома презрения, куда входили богадельня, странноприимная, больница, а также училище для сирот. В переломный для улицы 1930 год в кирпичных корпусах бывшего Дома презрения начала работу трикотажная фабрика имени Розы Люксембург, ставшая одним из ведущих предприятий города того времени. Сейчас на улице вы найдете все самые раскрученные городские кафе: вареничный номер 9, Ландау и заведение с говорящим названием «Брынза». Если вы тоже заметили в этой табличке что-то странное, немедленно ставьте лайк на видео и подписывайтесь на канал. Кнопочка снизу справа, и не забудьте поставить колокольчик. Музейный комплекс «Конный двор» вы найдете в живописном месте на берегу Белого пруда. У вас же нет вопросов, почему он называется именно так – Белый пруд. Вот он, сам комплекс. Заложили его в 1790 году, ну а современники называли его монастырьком у стен Великой Лавры. Монастырьком. В 17 веке Троицкая обитель содержала большое по размерам конюшенное хозяйство, необходимое для обслуживания многочисленных владений. Ну а сейчас в отреставрированных зданиях конного двора размещены постоянные экспозиции Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея. Это экспонаты, представляющие историю края и Троицы Сергиевой Лавры, русское народное творчество и современное декоративно-прикладное искусство. Как же мы могли обойтись в обзоре Сергиева Посада без посещения его главной достопримечательности – Свято-Троицкой Сергиевой Лавры? Да никак! И поэтому мы сейчас стоим у Святых Ворот. Это главный вход в Лавру, где монахи встречают особо почетных гостей. За столетие на территории Свято-Троицкой Сергиевой Лавры сложился уникальный ансамбль разновременных построек, включающий более 50 различных сооружений.
Сама по себе Лавра – это православная святыня номер 1, основанная Сергием Радонежским в 1337 году. По назначению это мужской монастырь. Самый древний каменный храм местного архитектурного ансамбля – Троицкий собор, построенный Никоном Радонежским на пепелище. Никон – это последователь и ученик Сергия Радонежского. А храм интересен тем, что его расписывала артель Андрея Рублева. И именно здесь была написана знаменитая икона Троица, которая сейчас находится в Третьяковской галерее. А очередь паломников, которые вы видите здесь, или просто верующих, они стоят, чтобы прикоснуться к мощам Сергия Радонежского. Говорят, они обладают живительной силой, но каждый находит здесь что-то свое. Колокольня Троицы Сергиевой Лавры возведена в конце XVIII века. Раньше с высоты 88,5 метров на всю округу трезвонили 42 колокола, среди которых был 67-тонный гигант. Но в 1930-х годах большинство колоколов разбили в рамках антиколокольной кампании. Позже колокольню отреставрировали, но на звонницу вернули только 26 колоколов. Успенский собор был заложен еще в 1559 году по указу царя Иоанна IV Грозного. Государь со всем семейством присутствовал при закладке храма, который осветили в 1585 году, уже после смерти царя. Весь собор расписан изумительными фресками работы ярославских и троицких мастеров XVII века. Из общего архитектурного стиля Лавры заметно выделяется здание царских чертогов, бывшего путевого дворца царя Алексея Михайловича. В них находится церковно-археологический музей, где выставлена драгоценная утварь, старинные книги и облачения. Вот и подошло к концу наше очередное путешествие. Спасибо, что были с нами. Надеемся, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, впереди нас ждет много всего интересного.